Трамп выиграл 2/3 дел, рассмотренных в судах. Олигархия настолько уверена в том, что может манипулировать нашими мыслями. В конце концов, они контролируют поисковые системы, ленты Twitter и последние новости, что они больше не пытаются скрывать то, что делают. Удаление учетной записи президента Трампа показало миру, как хитрый маленький Джек Дорси проводит свои дни. Маниакально удаляет учетные записи, которые отклоняются от его истин. И кто еще не знает, что Марк Цукерберг специализируется на разработке алгоритмов, которые представляют собой высокотехнологичную версию лечения грибами, держать нас в темноте и кормить нас конским навозом. Линия партии в отношении президентских выборов 2020 года, которую активно продвигают американские корпоративные СМИ и Big Tech, такова: не было фальсификации выборов, потому что суды так постановили. Оба утверждения ложны. Не сомнительны, а совершенно неправильны. К настоящему времени большинство людей знает, что американские корпоративные СМИ и крупные технологии агрессивно и карательно подавляют открытое обсуждение возможных нарушений на выборах. Но заметили ли вы, что чтобы поддержать свою версию реальности, они просто перестали сообщать о десятках текущих судебных процессов, которые медленно проходят через судебную систему? В лучшем случае они просто сделают общее заявление вроде «Трамп проиграл все иски, которые дошли до суда». Иногда они идут дальше и предполагают, что наша система правосудия тщательно и беспристрастно рассмотрела заявления о фальсификации выборов, сделанные в этих исках, и постановила, что они полностью необоснованны. Как обнаружил физик Джон Дросс, нет ничего более далекого от истины. Дросс собрал команду из своих коллег-ученых и инженеров, все были добровольцами, чтобы внимательно изучить поданные иски, все из которых являются публичными документами, и подвести итоги. Это непростая задача, поскольку в связи с президентскими выборами 2020 года Трамп или от его имени было подано 80 исков, и каждый из этих исков состоит из десятков страниц документов и решений. Сводный отчет названы судебные процессы по поводу президентских выборов 2020 года, связанные с честностью выборов, удаляет лишнее словоблудие, которое так любят юристы, оставляя только самое существенное в судебных процессах: какие вопросы были поставлены на карту, как каждое дело рассматривалось в судах, какие доказательства были объективно проанализированы, и, наконец, самое главное, кто выиграл, а кто проиграл. Так что же нашли Дросс и его команда? Во-первых, из 80 исков 34 были либо отозваны, объединены с другими исками, либо отклонены по юридическим причинам, таким как отсутствие правоспособности, сроков или юрисдикции. Те судьи, которые отклонили иски, никогда не слышали реальных доказательств нарушений или фальсификации выборов, так как они не позволяли представить их в своих залах судебных заседаний. Такие случаи нельзя считать проигрышем для Трампа. Во всяком случае, они свидетельствуют о неспособности нашей судебной системы в момент национального кризиса действительно решить проблему фальсификации выборов. Из 46 оставшихся судебных процессов 25 дел все еще находятся на рассмотрении, так что победители, проигравшие по этим делам, еще не определены, а по 21 иску вынесено решение. Это дела, когда суд заслушивал аргументы, рассматривал все относящиеся к делу доказательства, а затем выносил официальное решение по существу. Вы можете быть удивлены, узнав, что из 21 дела Трамп выиграл 14 и проиграл 7. Другими словами, Трамп выиграл 2/3 дел, вынесенных на сегодняшний день судами. Не ждите, что услышите это в вечерних новостях. Джон Дросс отдельно отмечает, что несмотря на широко распространенные обвинения в массовом мошенничестве на выборах, только 3 из этих исков касались существенных нарушений избирательных прав. Граждане голосовали дважды, учтены голоса умерших и так далее. Что интересно, все 3 дела все еще открыты. Кроме того, всего 3 иска касались неточностей машины для голосования, преднамеренных или случайных. Один из них был отклонен из-за юрисдикции, один был отклонен по другой причине, а один все еще открыт. Вероятное объяснение столь небольшого количества случаев в этих 2 областях заключается в том, что юридическое доказательство мошенничества или манипуляции с машинами для голосования – это очень трудоемкий процесс, требующий значительной следственной работы и документации. Просто не хватило времени, чтобы сделать это до ключевых моментов процесса, например, коллегии выборщиков. Честь и хвала Джону Дрозу и его команде за помощь в информировании общественности о текущих юридических усилиях по обеспечению честности выборов. Все понимают, что если нас лишат права голоса, мы больше не живем в условиях демократии.